Как действует отворот на человека? На человека, на которого вы эту работу заказали, и на человека, который эту работу, собственно, заказал сам. То есть на клиента и на того человека, на которого оказывается воздействие в случае выполнения данного обряда. Сейчас по порядку я расскажу, какие бывают случаи, в каких случаях требуется дополнительная работа, и какие сложности, в принципе, возникают, ну и какие последствия от того, что вы эту работу выполняете. Начнем с того, что отворот выполняется различными способами. Он может быть выполнен как на куклу Вуду, которая уже выполнена в качестве приворота, и эта работа выполняется дополнительно. Также данная работа может быть выполнена отдельно, когда целью не является приворожить человека кому-либо, а является целью этой работы является развести двух людей, которые строят серьезные отношения или просто находятся в каких-то временных отношениях на данный момент. Сложности, которые могут возникнуть при заказе данной работы, они заключаются в том, насколько долго эти два человека между собой взаимодействовали, насколько долго они находятся в отношениях, насколько крепкие отношения. Ну, в принципе, от людей тоже зависит, потому что каждая работа выполняется индивидуально, и каждая ситуация, она требует отдельного разбора. Нужно делать просмотр, нужно разбираться в том, каким образом требуется выполнить работу, чтобы получить максимально качественный результат, и этот результат, чтобы наступил в максимально короткий промежуток времени. Потому что, как правило, у вас очень мало времени, вы свое время цените, мы тоже. Соответственно, когда вы заказываете такую работу у Георгия, то вы должны понимать, что она, так же как и, в принципе, практически любая из работ, занимает определенное время. То есть на выполнение данной работы уходит 2-3 недели. Это средний срок выполнения работы. Она может выполняться параллельно с приворотом, она может выполняться отдельно. И вообще отдельно, то есть без приворота, как я уже ранее сказал. Какое влияние оказывает данная работа на пару, которую мы хотим развести? Ну, начнем с того, что после того, как Георгий приступает к этой работе, у людей, на которых она выполняется, появляются негативные чувства друг к другу. То есть вне зависимости от того, насколько сильная у них связь, насколько долго они были вместе, насколько хорошо они общаются и какие бы там у них характеры и прочее не были, они начинают накапливать в себе негатив в момент старта работы и до окончания, когда работа уже выполнена, и кукла, если она отправляется заказчику, она при поступлении к заказчику и при том, когда заказчик начинает общаться с этой куклой, она начинает переходить в активную стадию своего воздействия. И данное воздействие оказывается максимально сильным образом. То есть даже если отношения у одного и другого человека, которого мы разводим, были безоблачные, счастливые, куча эмоций положительных, любовь, там, страсть, все что угодно. Все это, оно будет сходить на нет, перерастать в конфликты, в отвращение друг к другу. Может быть выполнена работа в зависимости от ситуации конкретно с упором на одного из этой пары, которых необходимо развести между собой людей. То есть тот человек, который должен по итогу быть свободен, на него, допустим, оказывается меньшее влияние,
А на человека, который должен его, скажем, спровоцировать на разрыв или уйти от него, на него оказывается большее влияние. Тут уже зависит от конкретного случая и от того результата, который, в принципе, клиент хочет достичь, заказчик этой работы. То есть такие работы заказывают и те, кто столкнулся с соперником, когда появляется любовница, любовник у любимого человека, когда человек, в принципе, хочет вернуть свою любовь, прошло время, или это находится параллельно в каком-то любовном треугольнике в их отношениях. Здесь бывают разные ситуации. Также возможна ситуация, когда такую работу заказывают родители, когда они не хотят видеть избранником своего ребенка, возможно, уже взрослого или сильно взрослого ребенка. Есть такие случаи, когда консервативных взглядов семьи решают развести пару, которая образовалась между их чадом и каким-то человеком извне, который их не устраивает по тем или иным причинам, там, по статусу или по отношению, в принципе, к их ребенку, да, когда дело имеет такой оборот, что под удар ставится, в принципе, благополучие всего семейства, да, из-за того, что какой-то человек появляется в их семье, новый и неугодный. Вот. Работа воздействует в данном случае только на тех, кого мы разводим, то есть на заказчика эта работа не действует никаким образом, он этого ничего не почувствует на себе, да. У тех, кого мы разводим, возникает негатив, перерастает в ссоры. Все это может длиться энное количество времени, то есть иногда это 3 недели, иногда 4, иногда 6 с момента окончания работы до окончательного разрыва. Иногда бывают случаи, когда ситуация затягивается. Это много от чего зависит, и здесь надо разбирать конкретные случаи, потому что не во всех случаях все просто, да, иногда бывает то, что там кто-то уже выполнял там приворот, или кто-то держит, там, скажем, мужчину сексом, да, то есть у них идет постоянная сексуальная связь, она поддерживает эти отношения и не дает им так быстро распасться, даже при учете того, что отношения становятся уже максимально невыносимыми. Здесь также используется и дополнительная работа, она усиливает этот эффект отворота и позволяет сократить срок получения или освобождения этого человека от неугодных клиенту, заказчику отношений, в которых тот человек находится. Эта работа называется узда, она же сексуальная привязка. То есть это когда человека привязывают к конкретному человеку сексуально. То есть у него просто нет возможности заниматься сексом после выполнения данного обряда с кем-либо, кроме того человека, который данную работу заказывает. Либо данный человек заказывает ее на кого-то. То есть это может быть тот же самый ребенок, который уходит из семьи, допустим, сын или дочь ушла из семьи, бросила мужа или бросил жену, ушел к любовнику, к любовнице, и тогда некоторые из родителей или родственников в некоторых семьях, они пользуются тоже такой услугой, то есть они их разводят,
этих людей, которые портят, по сути, и репутацию семьи, и портят будущее своим детям, если они имеются, да, потому что никто же не хочет жить в семье, в которой есть только один из родителей или есть оба, но они постоянно конфликтуют и вообще не живут вместе, и это все, конечно, печально. Такие случаи довольно часто встречаются, и в них также можно выполнять такие работы. Как правило, если выполняется сексуальная привязка, то тогда объектом любви становится один человек. Но иногда выполняется другого рода работа, когда сексуальная привязка выполняется на, допустим, двух людей, то есть с двумя людьми человек может иметь сексуальную связь, это в основном делают любовницы, да, когда они хотят, чтобы вот с ним, допустим, с этим человеком, которого они любят, могли заниматься любовью только два человека, то есть там, допустим, законная жена и там она любовница. И другие, если он является там каким-то изрядным кобелем, да, и изменяет не просто своей жене, а изменяет еще и своей любовнице до кучи. Любвеобильный такой малый, да. Такие ситуации также часто встречаются в практике и, в принципе, решаются таким же способом. Имеет значение, сколько люди находились в отношениях, это касаемо отворота, какие были отношения, какие на данный момент отношения. То есть тут много разных факторов, что их связывает между собой. То есть связывают их деньги, связывает их какое-то имущество, которое сложно делить, связывают их дети, которые у них есть совместные. Вариантов достаточно много, которые могут эту работу, скажем, не то что ослабить, а продлить срок получения результата. Но такая работа также делается на всю жизнь, и она в итоге разводит тех людей, так или иначе, они разойдутся, и больше построить полноценные отношения между собой они не смогут. Вот что касается работы, которая называется «Отворот». Работа довольно часто встречается в практике. Она довольно часто комбинируется с приворотом, комбинируется с работой привязки и является эффективным способом получения того результата, который, как правило, заказчик хочет увидеть. Так что обращайтесь, если вам такая работа нужна. Смотрите видео на нашем канале, становитесь спонсорами нашего канала. Все подробности в видео, которые приведены в различных, в огромном количестве плейлистов на этом канале. Также в сообществе. Заходите, смотрите, там тоже много интересного. Всем пока.